Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о том, как на операционной системе Windows Server 2019 включить функцию RSS. Что такое RSS? Это сокращенная аббревиатура от Receive Site Scaling, то есть масштабирование на приемной стороне. Для чего это надо? Значит, когда операционная система принимает пакеты, то она обязана эти пакеты обработать. Для обработки пакетов тратится процессорное время и оперативная память. Если пакетов очень много, то вычислительная мощность одного процессора или одного ядра будет недостаточно для того, чтобы, допустим, трафик в 10 гигабит или в 40 гигабит обработать. И при этом у нас могут быть заторы, и, собственно, процессор будет из себя представлять узкое место при передаче трафика. Чтобы этого не случилось, включается функция RSS. Вернее, даже так. Функция RSS обычно включается во всех сетевых адаптерах по умолчанию. Но не всегда. Зависит это от производителя сетевой карты и от драйвера. Так вот, если вдруг у вас узким местом стала, собственно, вычислительная мощность процессора, вернее настройки отключения RSS, то в этом видео расскажу, как его включить. Итак, для того, чтобы включить RSS, необходимо зайти в диспетчер устройств, правой кнопочкой клацаем по меню «Пуск», диспетчер устройств, выбираем нашу сетевую карту, вот она, Microsoft Hyper-V, и здесь клацаем «Дополнительно» и ищем здесь Receive Site Scaling. В данном случае она отключена. Мы ее ставим Enable вернее, и ставим ОК. Кроме этого, есть также еще и другие параметры, которые, собственно, значения которых я сейчас вам расскажу. Еще раз клацаем сюда, клацаем на дополнительно. И параметры, относящиеся к RSS, вот они. Первый параметр – это Maximum Number of RSS Processors. Максимальное число процессоров RSS. Тут стоит значение 16. Мы, собственно, выбираем здесь, сколько мы хотим логических процессоров выделить для обработки. Пусть будет 16. Следующий. Maximum Number of RSS Queues. Максимальное число очередей RSS. Опять-таки рекомендуется, чтобы количество очередей не превышало количество процессоров. Следующее. Maximum RSS Processor Number. В данном случае у нас здесь показывается, с какого процессора будет производиться отчет. В данном случае с нулевого процессора. Если у нас здесь стоит 16 процессоров, то они будут нумероваться от 0 до 15. Следующий параметр, который относится к RSS, это RSS Profile. Тут есть несколько профилей, и, собственно, эти профиля друг от друга отличаются. Например, по умолчанию стоял профиль под названием Numa Scaling Static. В этом профиле, каждому узлу NUMA будет назначаться центральный процессор только без балансировки нагрузки. Есть просто NUMA Scaling. NUMA Scaling. В данном случае, опять-таки, каждому узлу NUMA будет выделяться логический процессор, но с балансировкой нагрузки. Следующий параметр. Closest Processor. Этот параметр, если его задействовать, то он позволяет уменьшить время использования центрального процессора. А если выберем Closest Processor Static, то будет то же самое, что Closed Processors. Тоже может уменьшить использование центрального процессора, но только без балансировки нагрузки. И последний параметр, который здесь есть, вернее профиль, это Conservative Scaling. В данном случае, RSS использует как можно меньше процессоров. А у меня на сегодня все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.